Итак, к делу. Многие так называемые тесты канала Hardware Unboxed являются в основном графиками сомнительного происхождения, коих просто гигантское количество ляпов, дезинформации, непонятно по каким законам меняющихся циферок, а также данных, противоречащих как другим источникам, так и их же собственным тестам. Сам ведущий канала по имени Стив любит передергивать или умалчивать факты ради подкрепления собственной правоты. Постараюсь подкрепить эти тейки объективными данными. Начнем с обзора на 225F, и здесь Стив утверждает, что 7600X быстрее, чем U5-225 в мультикор тесте Cinebench. Проверим, так ли это на самом деле. Then when it comes to multi-core performance, the 225F fizzles out, which is another worrying sign because if anything, the saving grace for the Core Ultra series has been the value it delivers for productivity tasks. But with the 225F coming in slightly slower than the Ryzen 5 7600X, that is a very worrying sign. Дело в том, что у Стива самый быстрый 7600X как среди обзоров, так и среди результатов обычных людей с Reddit. Например, вот самый большой результат. Он от Computer Base 916 баллов. И это все равно на 5% ниже, чем у Unboxed. И 225F тут тоже есть, он немного быстрее 7600. Digital Foundry. Их результат на 12% ниже. А это Hard. У них тоже ниже результаты, и у них тоже 225 быстрее. Linus. Tom's Hardware. Tech Power Up. В среднем 7600X от Hardware Unboxed на 7-12% быстрее, чем у других. И да, если внимательно посмотреть их видео, то можно увидеть, как они показывают свой Cinebench. Это запись экрана, которую они сделали во время теста 8700G. Тут у них сохранен прогон 7600X, и он не от самого Cinebench, это то, что они тестили своими руками. Если что, вот так выглядят предзаписанные результаты 24 синь. Из десктопных Ryzen тут есть только обычный 5800X с результатом 824. Так вот, в этом прогоне 7600X набрал 888 баллов. Это весьма типичный результат, и он сходится с результатами других. Но в таблице у них непонятно откуда взявшийся 961 балл, который годами кочует из видео в видео. При всем этом мы можем увидеть 5800X 3D, у которого 858 и там, и там. В общем, какая-то тайна за всем этим стоит. Всей правды мы, к сожалению, не узнаем. Еще один Diamond Sample Zen 4 VD 7800X 3D. 120 баллов в сингле. Это опять же самый высокий результат в интернете. У Computer Base 117 и 114. Digital Foundry 112. iTuhar 112. Linus 113. Tom's Hardware 112. И Tech Power Up 114. Кстати, у меня тоже было 114 на моем экземпляре. В общем, у этих кубоидов на 5% выше результат, чем средний по больнице. Может даже больше. И даже разогнанный на 6% по шине, 7800 не смог сравняться с отборным камнем, прошедшим этап орошения самой Лизой Су. Справедливости ради, существуют даже более высокие результаты, чем у Стива. Всего лишь нужен удачный 7800 с разгоном на 5% по шине, тюненная память, фабрика и настройка LOC. Все для того, чтобы приблизиться к стоковому 7800. А теперь еще забавный факт. Стив почему-то забыл добавить графики с потреблением 225F в обзор на 225F. Их можно увидеть только в видео про 7500X 3D. И на них видно, что 7600X потребляет на 2/3 больше. Вряд ли Стив решил утаить подобную информацию от общественности, дабы сформировать сугубо негативный фон обзора. Просто забыл человек. Кстати, насчет обзора 7500X 3D. Finally, out of interest, I also overclocked my Retail 7500X 3D processor, setting a positive 200 MHz boost with a negative voltage offset of -15. Going to -20, for example, would cause the system to crash. This boosted the all-core frequency to 4725 MHz in the Cinebench multi-core workload, a 7% increase in frequency with no change to power consumption. То есть он говорит, что разогнал 7500X 3D, процессор с заблокированным множителем. Для этого нужна плата с внешним генератором. В его случае это X670E Aorus Master. Если что, Стив ни слова не сказал про это, создавая у людей впечатление, будто он просто плюс 200 МГц BO выставил, курву минус 15, и вот он разгон. Соответственно, умолчав про плату за 500 баксов. Очевидно, в этом разгоне нет никакого практического смысла, поскольку можно купить тот же 9800. Еще раз напоминаю, канал называется Hardware Unboxed, а его авторы крайне не любят проводить какие-либо манипуляции с железом, предпочитая показывать производительность из коробки. Но локнутый прот по шине погнать, это ж как XMP выставить, чё уж тут. И собственно вот этот разгон на 4 МГц по шине, плюс из-за отрицательной курвы прот Cinebench чуть лучше бустится. 4725 частота, а в стоке было 4425.
6-7% разницы, в играх должно быть и того меньше. Смотрим прирост. В случае Cinebench все нормально. Вот на потоке поменьше, 4%, потому что курва здесь не влияет. Но что у него с приростом в Horizon? 11%. Разогнан только ядра через асинхронный мод. То есть шина не влияет на скорость памяти и так далее. Я решил сам протестить эту игру и посмотреть на масштабирование с ростом частоты. Мало. Не буду что-то голословно утверждать, поскольку мои тесты далеки от лабораторных, тем более там окнутые Zen 4 с 3D кэшем, у них специфическое поведение. Короче, я не утверждаю, что такое невозможно. Тем не менее, прогнал, как и они, встроенный бенчмарк. Вот 9800 он в районе 254 кадров и дает. Первый прогон всегда немножко лучше. И это не связано с режимом окна, я это проверял. В общем, у него вышло на 5% больше FPS на 9800. А дальше тот же самый тест, но с отключенными двумя ядрами. 4425 частота через PBO, и через то же PBO лимиты потоку и потреблению на всякий случай. По факту это то, как будет выглядеть будущий 9500 X3D, поскольку размеры кэшей будут одинаковы. По сравнению с 7500 X3D разница только в архитектуре Zen 5 и Zen 4. Вот прогоны, вот как мониторинг выглядел, а теперь то же самое на частоте 4725 плюс снятые лимиты и стабильная курва минус 40. И только на 4100 я смог приблизиться к его разнице между стоком и разгоном. 15% частоты в моем случае дают 10% прироста. Как итог, на 4225 мой 9500 X3D со звездочкой на 5% быстрее их стокового 7500 X3D. Но в случае разгона до 4725 их 7500 становится на пару процентов быстрее моего 9500. Их 6-7% частоты дали 11% прироста. Мои дали 4. И это в лучшем для них случае, поскольку разница в частоте, скорее всего, должна быть ближе к 4%, ведь игра это не Cinebench. Тут частоты ближе к максимальным. Я не хочу ничего утверждать, поскольку, может быть, я сам какие-то кривые тесты сделал, может, какие-то нюансы платформы и так далее. Но их результат очень странный. Marvel я тоже прогнал, там те же 4% вышли, у него получилось 7%, ну, короче, в рамках нормальности. С Marvel связана другая странность, а именно время компиляции шейдеров. 9800 у них за 210 секунд справился. У меня вышло 307, а у Hard 322 секунды. То есть у меня плюс-минус бьются результаты с Hard, но с Hardware Unboxed у нас выходит огромная разница. Хрен его знает, с чем это может быть связано. Может быть с тем, что Стив переносит свои старые результаты полугодовой давности из видео в видео, и за это время на игру прилетают 10 обнов, и старые цифры становятся несопоставимы с новыми. Ну и забавно, что 14600K у них медленнее, чем 9600X. А у Hard наоборот. Но и подтверждение тому, что они не обновляют свои данные. Это тест 9850, который намного позже вышел, и тут используются все старые результаты из видео полугодовой давности. Интересно, а время на 9850 они замеряли или просто экстраполировали 9800? Ведь удобно взять старый результат и снизить его на пару-тройку процентов. Ведь это как раз разница между 9800 и 9850. В следующем видео будет X3D Turbo Mod против 200S Boost. X3D Turbo Mod это полное говно, которое отрубает SMT, второй CCD, если он есть, и немного тюнит вторички на памяти. В случае с платами гигабайт включается опция High Bandwidth Memory. И тут очередная аномалия. Почти двукратная разница в BG3 между 285К и 9800. Просто для сравнения. Computer Base разница 60%, Gamers Nexus 55%, Tom's Hardware тоже 50-60%. Так вот, RAP 50-60. Ну ладно, может быть у них такая вот специфическая сцена в игре. Но просто как факт. У них 90%, у всех остальных, дай бог, 60%. При том, что у них 285 с памятью 8200. Ну или не 8200, кто их разберет? Здесь у них 8000, а тут 8200. Опять 8, и здесь 8. Вернулись 8200, и опять 8. Рискну предположить, что вряд ли они тестировали на разных частотах. Просто монтажоп с бутылкой сидел в тот день. Дальше Стив использует формулировку уровня детсады. Now, a real advantage the 285K has over the 9800X3D for gaming is its multi-core performance. And while the 9950X3D does address this, we're not looking at that part for this comparison. So when measuring the shader compilation times, we see that for The Last of Us Part 1, the 285K was 28% faster, then 32% faster in Stalker 2 and Marvel Rivals. Я не знаю, может быть у Стива как-то наоборот считаются проценты в этой их Австралии. Но вот как можно на техническом канале использовать характеристику быстрее, которая в таком контексте звучит максимально двусмысленно и в целом некорректно. На 28% требуется меньше времени, а если имеется в виду производительность, то она выше на 39%. Более компетентный канал, типа тех же Gamers Nexus,
Обычно такой себе не позволяет. Но тут человек всего лишь 15 лет или сколько там замеряет одни и те же циферки. И еще моментик. А куда делся X3D Turbo Mod? Видео называется Turbo X3D Test, но в тесте компиляции шейдеров его почему-то нет. Неужели потому, что произошло бы турбо отключение SMT и результаты компиляции бы стали намного хуже? Да не, бред какой-то. Стив бы никогда себе такого не позволил. Он непредвзятый обзорщик и ни в коем случае не занимается черепикингом, всегда показывая всю картину целиком. Перейду к очень странным делам. Очередной, примерно 25-й ролик про 5800 X3D против DDR4 DDR5 12900K. 3D на 25% быстрее, чем 12900K на DDR4, хотя по многим другим тестам они куда ближе друг к другу. И тут внимание привлекает один интересненький результатик. Assetto Corsa на 32% быстрее конфиг с DDR5. Достаточно солидный прирост. Теперь открываю тест Стива двухлетней давности. Смотрим результаты. 5800 X3D здесь помедленнее, то есть в новом видео он прибавил 7%. 12900K на DDR5 прибавил 11%. 5800X прибавил аж 17%. При этом результат 5800X в новом видео примерно равен старому результату 12900. Но 12900 на DDR4 единственный стал на 17% хуже. И можно было бы сказать, ну, деградировало это ваше поколение номер 12. Но DDR5 конфиг-то стал лучше. Можно было бы сказать, ну, патчи прилетели, затыквили производительность DDR5. Но 5800X прибавил 17%. А 12900K наоборот на 17% стал хуже. И да, в старом видео DDR4 чуть побыстрее. Можно сказать паритет. В старом видео 6400, в новом 7200 DDR5. Но очевидно разница копеечная между ними, 2% можно прибавить. А в новом видео не паритет, а 32% разницы. Притом есть и третье видео, где Стив намерил 6% разницы между 7200 и 4000 на 14900K. Она в промежутке выходила между старым и новым видео. И еще одно видео, чуть позже. Опять с 12900K. И тут на 6400 7% разницы. Изначально был паритет, потом 6-7%, и потом 32% из ниоткуда. Забавно. Ну и небольшой перерывчик на видеокарты. Так, надо собраться. 40 карт протестировал Стив в 3 разрешениях на разных пресетах графики. Итак, 5090, 4090, 5080, 5070 Ti, 4080, все окей. Первый звоночек 4070 Ti Super почти не отличается от 4080. Записали. 5070, которая почти на уровне 4070 Ti Super. Окей. Дальше 3090. Большой разрыв с 5070. Записали. Следующей картой, естественно, является 5060 Ti. Неожиданно ее производительность равна 4070 Super. Запомнили. И 4070 у нас почти равна 5060. При этом почти не отличается от 4060 Ti. Тут уже возникают вопросы к Стиву. 1440p. Поменялось только разрешение. 5090, 4090. 4080 решила воспрять духом и почти нагнала 4090. Напоминаю, 4090 была намного быстрее Full HD. Также 4080 решила не только сблизиться с 4090, но и обогнать 5080. 4070 Ti Super решила таки увеличить отрыв от 4080. 5070 стала намного ближе к 3090. И 4070 Super тоже неподалеку. Дальше 4070, 3080. А вот и 5060 Ti. Напоминаю, Full HD она почему-то была равна 4070 Super, а в Quad HD решила покинуть чарт. Следом за ней 5060, которая была почти равна 4070. И что-то разрыв у 4060 Ti тоже увеличился по сравнению с 4070. Притом намного. Ну а теперь вишенка на торте. 4К 5090. 4090, которая все-таки увеличила отрыв от 4080. 5080 вспомнила, кто она такая, и таки обогнала 4080. Хотя в 1440p она была медленней, но Full HD быстрее. Короче, жестко у них конкуренция за место под солнцем. Дальше опять 4070 Ti Super стала близкой к 4080. А неподалеку от нее расположился народный Джокер 4060. Недаром она находится в топах статистики Steam, ведь данная карта очень популярна для игр в разрешении 4К. Именно здесь малая адочка полностью раскрывает свой потенциал. После 4060, естественно, идут 5070 и 3090, потом 4070 Super, 3080, 4070, 5060 Ti, плюс-минус адекватно.
Ну-ка, вкусный тест? Ням-ням. Это я еще не показал, как на некоторых картах у них FPS падал при снижении настроек. Как 4060 вообще могло физически оказаться на том месте? Какой карте ее результаты соответствовали? Тайна, покрытая мраком. У меня сложилось впечатление, что Стиву неинтересны обзоры на исполнение видеокарт. Очень мало видео, и то всякие топовые исполнения 5080, 5090, которые им явно засылали по бартеру. У него нет обзоров, скажем, исполнения 4060, хотя карточка отличная, 4К вон тянет. Но хотя бы 9070 XT присутствует, 14 разных карт. И тут речь пойдет о разнице в подходе, когда видео делается на отвали и когда человек действительно делает качественно. Аж 30 минут идет их видео, что ж там интересного расскажут. Okay, let's start by taking a look at the ASRock 9070 XT Steel Legend, which is a white graphics card, though there is a dark version, which is black. Currently, the Steel Legend costs $715 US, or $1,250 here in Australia. And for a base model 9070 XT, it is fairly well equipped. The triple fan cooler features ARGB lighting, there's a full-length backplate with cutout, and in total the card measures 296mm long, 130mm tall, and 57mm wide. So it is a triple slot card, and all up it weighs 1153 grams. As for power input, ASRock's gone with two 8-pin connectors, which is a standard configuration. Sadly though, there is no dual bars feature. Instead, ASRock has included an RGB header with a switch to turn the lighting on or off. Finally, the display output configuration is very standard with 3 display ports and a single HDMI output. So the Steel Legend then, it's a very plastic-looking graphics card, and while it has a lot of flashy lighting effects, and some might appreciate that, it does look and feel very cheap in my opinion. И вот так вот обзор идет 18 минут. То есть почти 2/3 так называемого обзора человек своим ртом проговаривает характеристики каждой карты, будто это категория Just Sleeping. Не хватает только шуршания пакетиками. Ну ладно, на 20-й минуте так-то обзор начинается в виде привычных графиков. Средняя температура GPU, фанспиды с округлением до сотых почему-то. Частоты, температуры хотспота, памяти и VRM. И ровно то же самое с нормализацией по шуму. И потом фиписы. И вот это весь обзор. Что из него можно понять? Какую-то весьма ограниченную информацию, размазанную на 30-минутное видео. Теперь, как выглядит обзор нормального человека. 9070 XT, характеристики карт. 15 секунд на штуку. Все показано гребаным списком. Не надо вслушиваться в бормотание Стива, чтобы легко сравнить одну карту с другой банальным переключением тайм-кодов. Потом фиписы. При этом указан тип памяти. Видно, что Samsung в среднем показывает производительность чуть ниже. Указан BIOS, на котором карточка работает, а также отличие от тех самых BIOSов, если они у карточки есть. Частоты всех карт в стоке и разгоне. И таблица, где можно с максимальным удобством сравнить и обороты, и децибелы, и те же параметры, но с разгоном. И то же самое с Silent BIOS. Температура VRM. Потом сегмент видео, в котором можно послушать каждую карту вживую, на разных BIOSах, в стоке и в разгоне. Потребление в стоке и разгоне. Шикарный обзор всего на 14 минут. У Стива в 1,5 раза длиннее видео, и, к сожалению, это единственное, чем оно может похвастаться. По сравнению с рандомным поляком, австралийский обзор выглядит максимально халтурно. Температурки померили, молодцы. И можно сказать, ну это их стиль такой. Но они даже подобного рода обзор не могут сделать без ляпов. Вот недавно Стив выпустил 1,5-часовое видео с обзором на 50 матплат X870 чипсета. К сожалению, даже здесь технология с демонстрацией всех характеристик одной картинкой до сих пор не была освоена. Представили лицо человека, который будет больше часа слушать зачитывание характеристик сайтов вендоров? Мне вот даже представлять не надо. Как итог, Стив пришел к неожиданному выводу, что питальник на всех платах оверкилл. Кто бы мог подумать. По его словам, он 9 месяцев потратил на видос. Но, увы, этого времени не хватило, чтобы выпустить видос без ляпов в 3 несчастных слайдах. Написано, что тесты в Cinebench 2026, а цифра, очевидно, с 2024. Говорит про разницу в 5% между худшим и лучшим результатом, когда разница 8-9%. The delta between the highest scoring new board on the chart and the lowest scoring board is roughly 5%. Total Despair, как говорят в Австралии. И самое смешное, все эти цифры абсолютно бессмысленны, поскольку они могут меняться буквально от чего угодно. От версии BIOS, винды, даже не иронично от вспышек на солнце каких-нибудь. У него буквально 3% разницы между обзором 5-месячной давности и новым. В обоих случаях плата X870E Carbon Wi-Fi. Если у вас на одной плате такой разброс, то какой вообще смысл всех этих телодвижений? Это контент уровня 10 часов резать воду только под видом просветительского техноблогинга. Ну а вернемся к классическим фокусам австралийского карманника. 14600K, 6000 CL30 память в этом видео, в другом 7200 CL34, тоже 14600K. Здесь быстрая память 419 фиписов, здесь 404, логично. Но так не во всех играх, например, Киберпанк. Здесь 156-116, здесь тоже 156-116, с максималками тоже результат одинаковый, 94-116, 94-116.
Верю Стиву, что в Киберпанке нет никакой разницы между памятью 7200 и 6000 на 14600К. А самое смешное, Spider-Man 2. 14600К, 195-149, 186-143. Производительность выше у более быстрой памяти, логично. Но на максималках с RT 7793, 7793. Можно было бы отбрехаться, ну, мол, упор в GPU. Но там же упор в проц. Эти игры жестко садят именно процессорную производительность при включении RT, особенно на 5090 Full HD-то. А здесь прикольчики из обзоров на 9850 X3D, 9950 Dual Edition. Во-первых, между видео 3 месяца разницы, но фиписы везде одинаковые. Во-вторых, в обзоре на 9850 у 14-го поколения память 6000, а во втором случае 7200. Это написано выше таблички с тестовым стендом. Спойлер, ни в одной из игр на 14900К разницы не было. И наконец, почему 9800 X3D имеет более высокие результаты в некоторых играх, например в тесте Ark Riders, а другие участники почему-то не удостоились чести получить обновленные циферки. Напоминаю, это сверхпопулярный канал, который цитируется многими железными СМИ. Не какая-то Шарашкина контора. Возможно, Стив неровно дышит к 9800 благодаря его великолепным результатам Microsoft Excel. Пришло время 12400 против 7500F и 5600X. Очередное видео, сделанное в пьяном угаре. Рассказывает он следующее. For example, if we were to opt for the DDR4 3200CL16 kit and pair it with the ASRock B760M Pro RS Wi-Fi motherboard, which costs $130 US, the 12400F combo comes out at about $370 US. And that brings the total cost of the AMD option to $470 US. That's a 27% premium. До этого момента была еще пара ляпов со скоростями и ценами на память, но не буду заострять на этом внимание. МБ видеоряд устарел, маленький инди-канал, все дела. Но здесь он показывает DDR5 плату и предлагает ставить в нее DDR4 память. Немного сомнительное решение. Через пару дней после выхода этого видео я даже специально проверил. И 12400 с DDR4 платой и памятью выходил в $333 против 485 на 7500F. По его тестам второй на 45% примерно быстрее и настолько же выходит дороже. То есть прямое сравнение бессмысленно, ибо и так и до 9800 можно дойти, всего 60% доплаты за 50% производительности. Ну и видимо Стив думает, что каждый покупатель 12400 собирается через недельку накопить с бабки на пенсию на 5090 в топовом исполнении. Наверное, все-таки 12400 в 2025 году не от хорошей жизни брали. Все это приводит к тому, что 12400F нужно сравнивать с 5600 все-таки, поскольку цены на комплекты близки. Стив подумал так же и решил 5600 протестировать. The Real Fine Wine Strikes Again называется видео. У меня были в свое время оба этих проца. 12400 был побыстрее в каком-нибудь Kingdom Come и в 4-м Fallout, а 5600 был побыстрее в CS, тогда еще CSGO, и какой-нибудь Ларки. В целом очень схожие по производительности, в случае 12400 на DDR4, что подтверждается многими другими тестами. Но у Стива 30% разницы в Киберпанке с трассировкой, 24% в Спидермане с трассировкой. А в среднем у него получилось 20% преимущества 5600 по сравнению с 12400 на DDR4. И при том 5500 равен 12400. И даже больше скажу, в одном из их видео есть результаты 3800X. Даже на нем фиписы слегка лучше, чем на 12400. Это, мягко говоря, странно. И вот как Стив оправдывается. So that makes sense, but what you might be a little bit surprised by is just how good these older Zen 3 based processors appear to be in this updated testing. For example, 3 years ago I compared the Core i5 12400F and Ryzen 5 5600, both using the same DDR4 memory, and found that on average the Intel processor was 5% faster using a GeForce RTX 3090 Ti. So, if anything, today using a much faster GPU, you'd expect that margin to grow in favour of the Core i5 processor. But instead, the opposite's true. I believe the primary contributing factor here is Windows 11. With version 24H2, Microsoft greatly improved the performance of AMD's Ryzen processors, and this includes Zen 3. I found, on average, a 10% improvement for Zen 5 based on the 9700X across 22 games when comparing 24H2 to the previous 23H2 build. This unexpected performance uplift was also confirmed by Hardware Canucks, who reported a 15% improvement on average for Ryzen when testing at 720p with low quality settings, or 7% at 1080p with high settings. And more recently, I was looking over the Tech PowerUp CPU data, which they haven't fully updated yet,
But even so, their most recent data reveals a few interesting things. Looking at Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, and Counter-Strike 2, we see very clear evidence that the Ryzen performance has improved, and much more so than what we see with Intel processors. We're seeing a 12% increase for the 9800X3D, which again is very much in line with my own findings, along with those of Hardware Canucks. Он говорит, что 24H2 принесла космический прирост Ryzen, манипулируя и вводя людей в заблуждение. Но обо всем по порядку. Смотрим, на что ссылается Стив. Действительно, 23H2 и 24H2, но еще при этом 6000L36 память, а тут CL28. И здесь 4090, а здесь 5090. Еще разные версии BIOS и чипсетных драйверов. Это точно можно назвать сравнением версий винды? Если ответ да, можно понять, почему у Стива такая чехарда в графиках происходит. Так он, видимо, и тестирует. Теперь смотрим на результаты у Tech Power Up. BG3 у них плюс 19%, CS2 9%. Результаты самих Hardware Unboxed из теста 24H2 против 23H2. Разница – погрешность в обеих играх. Что-то их результаты не сходятся с результатами Tech Power Up. Касаемо самих тестов Tech Power Up, скорее всего у них упор GPU. А разница в основном из-за 5090. Например, Starfield 9800 156 FPS, 285К 148. Очень плотные результаты, разница незначительная. Справа у нас 5090 с 24H2. Почему не включил Starfield в графике, а, Стив? Также заметьте, как данный товарищ берет пример 9800, процесс, с которым больше всего потенциально может быть bottleneck видеокарты. Именно поэтому разница увеличивается на 9800, но не увеличивается, например, на 14900, у которого упор уже в собственную производительность. Ну и заканчивая эту тему, предлагаю Стиву новый видос сделать. 24H2 слева, 25H2 справа. Хопа! Здесь 530 FPS, а здесь 630. Получили 20% прироста от 25H2 на Arrow Lake. Скрытый потенциал архитектуры наконец-то раскрыт. Жадные Microsoft получили взятку от AMD и затыквили интеловский проц 24H2. Теперь тест Hardware Canucks, на который он тоже ссылался. Я посмотрел несколько их видео и ничего внятного не нашел. Вот одно из них. D900X что-то там прибавил 24H2. При этом 14900K тоже прибавил 24H2 в CS. У Tech Power Up и Unboxed он не прибавил ничего. Как-то результаты в очередной раз не сошлись. Я тут еще приколюху увидел. Оказывается, 12400 на 3200 памяти на уровне даже, не первого Zen, а какого-нибудь FX. Zen 2 и 5500 быстрее на треть, Zen 3 почти в 1,5 раза. И DDR5 память дает 60%. Абсолютный рекорд. И ведь если не проверить, скажем так, другие источники, то можно же реально поверить в такой маразм. Battlefield 6. Сколько же мути у них с этой игрой. Это одно из последних видео, где Стив яростно доказывал отсутствие смысла тестов 1440p. Итак, 1080p, 9800, 137, 212. Видео до этого 137, 212. То есть они взяли данные из предыдущего видео, перенесли на это. Окей. 1440p, 9800, 106, 158. Смотрим предыдущее видео. What the fuck? Почему результат 9800 равен результату 5800 X3D из предыдущего видео? Наверное, криво перенесли графики или в Excel что-то напутали. Но почему? Тогда дальше мы видим вот это. 5800 X3D, 1080p, 121, 196. Здесь 158, 106. Почему я должен разгадывать их шарады? Как это могло пройти хоть минимальный контроль качества? У меня есть предположение, всего лишь гипотеза, что Стив просто решил ничего не тестировать, перенести графики из старого видео в новое, а затем экстраполировать. Но что-то перепутал и пошло все не так. If we look at the 1080p data, which I normally provide, the 9800X3D is still GPU limited. It's just 8% faster than the 5800X3D, but a massive 106% faster than the 3800X. The 5800X3D is also 90% faster than the 3800X, again a massive increase. И надо понимать, он абсолютно спокойно объясняет это, как будто так и надо. Мол, 9800 у него упирается в GPU, поэтому разница 8% с 5800. Вот если человек реально что-то тестировал, его ничего не смутило в этом. Дальше совсем какая-то шиза. 1440p, 70-103. Еще раз, 1440p FPS упал вдвое, на 50-90. Если что, в кваде на 80% больше пикселей, а падение производительности далеко не линейно этому самому количеству пикселей. И по случайному совпадению 9800 в кваде полностью равен 3800X в любом разрешении. Верю. На единичку Аверагу поменял челик, когда списываешь, но не точь в точь.
Про падение FPS на четверть от DLSS я вообще молчу. А вот это, если что, его же тест видеокарт. Та же игра, та же локация. Здесь на 50-90 в 1080p, Overkill preset, 238, 155. А здесь 192, 137, 1440p, Overkill preset. Падение на 20% в кваде. Не вдвое почему-то. Еще про BF6. Смотрим соотношение 9800 и других процов в двух видосах. И там одна тестовая сцена. Здесь вот они аж 30 CPU протестировали. Как с видеокартами, наверное. Тут есть много странностей. Как пример, тот же 14700, который почти равен 12900. Да и в целом очень плотненько все сидит. Ну, смотрим. 100% у нас 9800. 73, 73, 70 и 5800 X3D аж 64,5% от 9800. А теперь более новый тест. Что-то неожиданно. Все другие как-то воспряли по сравнению с 9800. 14900, 265К, 14600К. Очень сократили отставание. 5800 X3D со дна поднялся. Хардбоксовская магия она такая. Добавлю еще, что разработчик FrameX тоже удивился результатом этих фокусников, но уже тем, которые были в третьем видео, более старым. Там соотношения другие, но и тестовые сцены различаются все же. Показываю, как сделать видеообзор с тестами, не проведя ни одного, собственно, теста. Стив решил в очередной раз подоить корову по имени 5800 X3D, на сей раз это Anniversary Edition. Все циферки из этого видоса взяты из предыдущих, и Стив буквально обманывает аудиторию, ведь Anniversary и обычный 5800 X3D все-таки разные процессоры. Да, у них различия только в названии, но все же можно было и по совести сделать. Тем более, раз тебе заслали коробочку-то. И даже не это смешит, а то, что он поменял местами очередность игр. Ну и убрал КС почему-то. И да, я немного слукавил, потому что в двух играх результаты чуть отличаются. Внимание, на одном ЦПУ. И это 9600X. Меня это увело в конспирологические теории. Следите за руками. В BF6 у них разница в пару FPS. Это не важно. Но что-то случилось с 9600X в Ark Riders. Старый результат 9600X был близок к 5800 X3D, а на максималках превосходил его. Новый же дропнул 9600X на 15% на средних и на 23% на максималках. Я пересчитал среднее геометрическое, которое они показывают в конце, и вышло, что со старыми цифрами на Ark Riders 9600X вместо символического проигрыша в один кадр получал символическую победу. Может быть, это просто совпадение, и Стив просто прифигевший настолько, что рандомно по желанию делает перетест одного единственного проца в одной игре, получает разницу в 20% и добавляет это в таблицу, где все остальные со старыми данными. Какой из вариантов на самом деле? Хз. Но вывод одинаковый. Нет никакой гарантии, что любая циферка с данного канала является реальной, а не какой-нибудь фантазией или опечаткой или еще чем. Зато как хорошо Стив работает на понятно какую аудиторию, раз за разом давая им ощутить собственное превосходство, натурально годами показывая одни и те же циферки, изредка применяя подобного рода уловки. Все это напоминает мне цирк, где обезьянкам один и тот же трюк показывают, а они раз за разом в экстазе хлопают в ладоши. Главное не переставать напоминать, что эти обезьянки все делают правильно, как умный дядя с Ютуба сказал. Ну и финальное. Из той же оперы. Полгода разницы между видосами. 9800 почему-то получил допфиписы, а 7800 и 7500 не ретестились. Охренительно. Охотно верю, что этот мужичок по 40 видеокарт тестит за пару дней, ага. Значит, итоги какие-то нужно подвести, да. Hardware Unboxed хороший канал по Майнкрафту. Даже лого в честь него взяли. Непонятно только, почему они какие-то железки трогают. Но в целом рекомендую, да.